Всем привет! Вы на канале Время Лампы. В этом видео я хочу поделиться с вами мыслями, взятых из книги «Выбор». Это одна из самых сильных книг о войне и внутренней силе человека. Автор книги Эдит Ева Эггер, психолог. В 1944 году 16-летняя балерина Эдит Эггер была отправлена вместе со своей семьей в Аушвиц. Спустя всего несколько часов после гибели ее родителей нацистский доктор Йозеф Менгеле заставил Эдит танцевать ради собственной забавы и ее выживания. Эдит и ее сестра пережили все ужасы Аушвица, Маутхаузена и Гунскирхена, так называемых лагерей смерти. 4 мая 1945 года Эдит, едва живую, достали из кучи трупов. Ей удалось выжить. Позднее Эггер получила научную степень по психологии и посвятила себя помощи людям. Всю жизнь она работала над полученным опытом во время войны, чтобы понять, что поддерживает человека на пути тяжелых испытаний и помогает вернуть радость жизни. В ее книге история этих поисков. Сегодня я хочу поделиться с вами несколькими мыслями доктора Эггер с ее книги. Я здесь и сейчас. То, что произошло, уже не изменить, и забыть это невозможно. Но мы в состоянии выбирать, как реагировать на прошлое. Можем чувствовать себя несчастными и можем быть полны надежд. Можем чувствовать себя подавленными и можем быть счастливыми. У нас всегда есть такой выбор, у каждого. Я здесь и сейчас. Это настоящее. Я приучила себя повторять это снова и снова, говорит психолог. А самое главное, каждый из нас может выбирать все, что он посчитает нужным. Быть счастливым или несчастным, добрым или злым, грустным или веселым, радоваться жизни или все время ее во всем обвинять. Выбор за вами. Секретная тюрьма. Когда мы загоняем свою правду и свои истории в подполье, секретность становится нашей травмой, нашей тюрьмой. А то, что мы отказываемся принимать, становится чем-то вроде кирпичных стен, откуда не вырвешься. Когда мы не позволяем себе оплакивать свои потери, душевные раны и обманутые надежды, то обречены переживать их вновь и вновь. Не закрывайтесь внутри самого себя, чтобы не ходить по замкнутому кругу годами. Каждый день – это жизнь. Обыденное течение дней – тоже жизнь. Почему мы так любим крайности? Либо тратим немыслимые усилия, дабы почувствовать себя живым, либо всецело ограждаем себя от любых жизненных ощущений. Всем нам нужен баланс и внутренняя гармония, к которой стоит стремиться. Не закрывайтесь от своей жизни, почувствуйте каждый ее миг, каким бы он ни был. Чья боль сильнее? Не существует иерархии страдания. Нет ничего, что делало бы боль доктора Эггер сильнее или слабее вашей. Она часто слышит от своих пациентов: «Мне сейчас очень нелегко, но разве я могу жаловаться? Это же не Аушвиц». Преуменьшая собственные страдания, человек не дает им должной оценки. Если мы пытаемся умалить боль, отмахиваемся от житейских невзгод только потому, что кто-то считает их незначительными, мы все еще предпочитаем путь жертвы. Мы так и не видим вариантов выбора. Мы продолжаем судить себя. Я не хочу, чтобы вы, услышав мою историю, сказали: «Мои страдания не так значительны». Мне хочется, чтобы вы сказали: «Если она смогла так, значит, смогу и я». Перфекционизм как маскировка. Перфекционизм предоставляет собой обратную сторону убеждения, что в тебе что-то разрушено, а скорее всего, разрушен ты сам. И тогда ты маскируешь свои руины научной степенью, достижениями, дипломами, наградами, обвешиваешься разными клочками бумаги, ни одна из которых не способна исправить то, что ты всю жизнь стараешься отремонтировать. К черту перфекционизм. Жить настоящим. Когда мы застреваем в прошлом, когда бесконечно повторяем: «И зачем я только пошла туда, а не сюда? И зачем только я вышла замуж за этого, а не того?» Мы живем в тюрьме, которую возводим собственными руками. Когда мы устремлены лишь в будущее, твердя как заклинание: «Я не буду счастлива, пока не окончу университет. Я не буду счастлив, пока не встречу нужного человека», мы живем в той же тюрьме, возведенной теми же руками. Единственный путь реализовать свою свободу выбора – это жить настоящим. Объять всевозможное.
Мы не в состоянии заказать себе жизнь, в которой не было бы места ни горю, ни боли. Но мы можем решить стать свободными, спастись от прошлого и, невзирая на то, что выпало на нашу долю, объять всевозможное. И я приглашаю вас сделать выбор в пользу свободы. Мы не можем изменить мир вокруг, но можем повлиять на то, что происходит внутри нас. Одна из важнейших вещей, которые помогли доктору Эггеру выжить в Освенциме, это осознание того, что мы можем управлять нашим внутренним миром, даже если во внешнем все выходит из-под контроля. Я могла создать покой внутри себя, обрести спокойствие, которого никто не мог нарушить, говорит она. Когда наступают сложные времена, попробуйте подумать о них как о временном этапе. Это поможет избавиться от ненужных ожиданий и избежать идеализирования ситуации. Думайте о себе в другой парадигме. Не «я пытаюсь и мне нужно», а «я могу и буду». Только от нас зависит, как мы будем использовать отведенное нам время. Жаловаться и обвинять или признавать, что, возможно, все это было дано нам не просто так. Постоянно спрашивать себя «почему я?» или задаваться вопросом «а что теперь?». Раз за разом Эдит подчеркивает, что надежду можно отыскать только внутри себя, а не вовне. Все, что мы переживаем, делает нас сильнее. Но в конечном итоге важно вовсе не то, что с нами происходит, а то, что мы с этим делаем.